Впечатляющее открытие Говардом Картером в 1922 году почти нетронутая гробница мальчика-фараона Тутанхамона в долине царей вызвала интерес к древнему Египту, который сохраняется и по сей день. Сказочная золотая маска Тутанхамона стала популярным образом египетской цивилизации. Но эти ослепительные сокровища отодвинули настоящего человека за золотую маску в тень. Настоящая жизнь мальчика-царя Египта была короткой и несколько загадочной. Его происхождение остается неопределенным, как и дата его восшествия на престол. До недавнего времени также была совершенно неизвестна причина смерти Тутанхамона. Были это несчастные случаи на охоте, или он умер от болезней, или же его могли убить. Тутанхамон остается загадкой, несмотря на открытие археолога Говарда Картера. Гробница была полна богатств, всего более 2000 предметов, и мумия мальчика-фараона была найдена в 3 золотых гробах. Но внутри гробницы практически не было извлечено никакой документации, что очень затрудняет составление точной истории жизни Тутанхамона. Считается, что его родителями могли быть фараон-еретик 18 династии Эхнатон, правивший Египтом с 1367 года до нашей эры до 1350 года до нашей эры. Его таинственная вторая жена Кия. Эхнатон предпринял беспрецедентный и революционный шаг, заменив традиционных старых богов Египта единым богом солнца по имени Атон. Таким образом, имя Тутанхамона при рождении было на самом деле Тутанхатон и было изменено на Тутанхамон только через год или 2 после его правления, когда в Египте было восстановлено многобожие. Похоже, Тутанхамон взошел на трон в возрасте 9 лет в 1334 году до нашей эры и правил 10 лет. Поскольку новый фараон был так молод и у него не было живущих достаточно взрослых родственников, большая часть значительной ответственности за его царствование и его воспитание должна была лежать на попечении Айя, его главного министра, и Харемхеба, главнокомандующего армией. Вскоре после того, как Тутанхамон стал царем, он женился на своей сводной сестре Анхесенамон, дочери Эхнатона и его первой жены Нефертити и внучки главного советника царя Айя. Существует очень мало информации о правлении Тутанхамона, который правил сначала из города Эхнатона Амарны на восточном берегу Нила, примерно в 400 километрах к северу от Луксора, а затем перебрался в свою новую столицу в Мемфисе, в 19 километрах к югу от современного Каира. Вероятно, именно Харемхеб и Ай были ответственны за то, что убедили нового фараона отказаться от религии Атона и начать возвращаться к старым обычаям, сохранившимся при его реставрации стелы. В Карнакском храме в Фивах представляет собой описание шагов, предпринятых Тутанхамоном для возвращения к старым богам и традициям, которые включали основание нового духовенства и осуществление программ строительства и реставрации древних храмов богов. У фараона и его жены действительно было 2 известных детей, обе мертворожденные девочки, чьи мумии были обнаружены в его гробнице. Единственный другой факт, который известен, это то, что когда ему было около 19 лет, жизнь Тутанхамона таинственным образом оборвалась. Многие сочли подозрительным тот факт, что как только Тутанхамон стал достаточно взрослым, чтобы принимать собственные решения и брать на себя роль лидера народа, а не делить ее с Ай и Харемхебом, он был умерщвлен. После смерти Тутанхамона его вдова Анхесенамон вышла замуж за Айя, своего деда. Было найдено кольцо с печаткой с именем Ай и Анхесенамон, и, по-видимому, представляющее этот союз. Такой брак позволил Ай, не имевшему королевской крови, наследовать трон. Анхесенамон исчезает из записи вскоре после свадьбы, что позволяет предположить, что она была убита, возможно, по наущению Ай. Вскоре после смерти мужа, незадолго до того, как Анхесенамон навсегда исчезла из истории, она написала один из самых поразительных писем, когда-либо обнаруженных в древнем мире. Письмо, отправленное египетской царской вдовой, было датировано концом 18 династии и было найдено в архивах хеттской столицы Хаттуса.
Документ был отправлен царю хеттов Супилили-Умасу I, который в то время набирал силу на Ближнем Востоке и представлял очевидную опасность для Египта. В части документа говорится: «Мой муж умер, и у меня нет сына, а тебе говорят, что у тебя много сыновей. Ты можешь дать мне одного из своих сыновей, чтобы он стал моим мужем». Хеттский царь сначала выразил подозрение в мотивах Анхисинамон, но отправил в Египет гонца для расследования ситуации, который привез второе письмо от египетской царицы, согласился на брак и послал своего сына принца Зананзу в Египет. Однако принц добрался только до египетской границы, прежде чем встретил свою смерть. Это убийство в конечном итоге привело к войне между египтянами и хеттами и закончилось поражением Египта при Амке, недалеко от Кадеша в Западной Сирии. Некоторые предполагают, что это невероятное письмо было написано вовсе не Анхисинамон, а ее матерью Нефертити, но это маловероятно, поскольку у мужа Нефертити Эхнатона был преемник, поэтому в письме иностранному царю не было необходимости. Так какая возможная причина могла быть у Анхисинамон для подстрекательства к этой предательской переписке, которая фактически сводится к тому, что она умоляла вражеского короля захватить ее страну? Смерть Тутанхамона, не оставившего наследника, возможно, была в центре проблемы. Однако теория состоит в том, что письма были написаны, поэтому египтяне опасались угрозы, исходящей от наступающей Хеттской империи, и считали, что союз с хеттами посредством брака убережет Египет от завоевания. Царица, возможно, планировала править с хеттским королем, поддерживаемым военной мощью Хеттской империи, но ее план был сорван убийством принца Зананзы. Это подводит нас к судьбе самого Тутанхамона. С тех пор, как в 1920-х годах команда Говарда Картера впервые раскопала и исследовала тело Тутанхамона, возникло множество предположений о том, как и почему умер король. Рентгенологическое исследование черепа, проведенное сначала в 1968 году группой ученых, выявили осколок кости в черепе и признаки кровоизлияния на затылке, возможно, вызванное преднамеренным ударом по черепу. Рентгеновские доказательства вместе с подозрительными обстоятельствами смерти короля Тутанхамона побудили многих сделать вывод, что мальчик фараона, должно быть, был убит. Но кем? Человек, которого чаще всего называют стоящим за возможным убийством Тутанхамона, кто более всего выиграл от его смерти, это пожилой королевский слуга Ай. Он правил немногим более 4 лет, как фараон после кончины Тутанхамона, и, по-видимому, имел мотив для убийства. Хотя в настоящее время нет никаких доказательств того, что он имел какое-либо отношение к смерти царя. Другие исследователи полагают, что ответственность за это несет гораздо более молодой человек, Харимхеп, сменивший Ая в 1321 году до нашей эры и ставший последним фараоном 18-й династии Древнего Египта. Харимхеп правил в течение 27 лет как фараон. За это время он провел серьезную реорганизацию страны, в результате чего Египет стал намного сильнее и стабильнее, чем это было в течение многих лет. Он также был полон решимости полностью вернуть Египет к его традиционным религиозным верованиям, и поэтому он приступил к уничтожению всех следов культа Атона. Считается, что одна из причин, по которой Тутанхамон был исключен из классических списков царей Египта, заключается в том, что Харимхеп узурпировал большую часть работ мальчика-фараона, включая памятники в Карнаке и Луксоре. Могла ли одна из этих двух призрачных фигур, или, возможно, обе, замышлять смерть мальчика-фараона, остается загадкой. В январе 2005 года первые компьютерные томографии, когда-либо выполненные на египетской мумии, были проведены на 3300-летнем скелете Тутанхамона. Удивительно, но группа египетских исследователей не нашла вообще никаких доказательств удара по затылку мальчика, как и никаких других свидетельств насилия над телом.
В отчете говорилось, что фрагмент кости, обнаруженный на предыдущих рентгеновских снимках черепа, возможно, сместился в процессе бальзамирования. Когда Тутанхамона мумифицировали, его мозг удалили, а череп залили большим количеством смолы, которая со временем затвердела. Если бы осколок кости был получен в результате травмы перед смертью, он все еще не болтался бы в черепе. Темная область, показанная в задней части черепа на более ранних рентгеновских снимках, которую многие считали указывающей на какую-то травму, была объяснена учеными как результат расчленения тела для фотографирования после его первоначального обнаружения Говардом Картером. Во время этого процесса в заднюю часть черепа был вставлен стержень, чтобы поддерживать его. Общий вывод исследователей заключается в том, что Тутанхамон был относительно здоровым молодым человеком ростом примерно 167 сантиметров. Используя фотографии компьютерной томографии с высоким разрешением, 3 группы судмедэкспертов из Франции, Египта и США создали отдельные, но похожие модели лица короля. Результат имеет поразительное сходство, но не только со знаменитой золотой маской, закрывавшей мумифицированное лицо Тутанхамона, но и с хорошо известным изображением фараона в детстве, когда он изображен как бог солнца, восходящий на рассвете из цветка лотоса. Но как умер король? При осмотре тела Тутанхамона команда обнаружила перелом бедренной кости его левой ноги, который, как и ранее предполагал Говард Картер, был получен в процессе бальзамирования или в результате повреждения тела после мумификации. При повторном обследовании ученые обнаружили, что эта сильно сломанная нога произошла всего за несколько дней до смерти Тутанхамона и, возможно, привела к приступу гангрены, которая быстро привела к смерти царя. Таким образом, в настоящее время доказательство подтверждает не убийственный заговор ближайших советников Тутанхамона Ай и Харимхеба, а скорее всего сломанную ногу в результате несчастного случая на охоте и не вылеченную достаточно быстро, чтобы предотвратить инфекцию. Однако даже при самой лучшей медицинской экспертизе сомнительно, что все аспекты здоровья Тутанхамона и возможные причины его смерти когда-либо будут известны из-за отсутствия необходимого прямого взаимодействия врача и пациента и ограниченное количество тканей тела, доступных для изучения. Другими словами, только придворный врач мог сказать нам, почему умер Тутанхамон.